Дорогие друзья, а мы сейчас прогуляемся с вами на Большой Покровской улице Нижнего Новгорода. Улица Большая Покровская – любимая улица местных жителей и туристов. На большей части пешеходная. Это одна из самых старых улиц Нижнего Новгорода. Впервые упоминается в документах 1620 года. Сначала называлась Большой Никольской, а современное название получила в 1820-е годы в честь стоявшей здесь Покровской церкви, разрушенной в 1930-е годы. Здесь также есть небольшая детская площадка. Улица начала формироваться в средние века. Тогда ее направление было задано дорогой на Москву. В пределах города она носила название Большой Никольской улицы по направлению к Никольским воротам Нового Острога. После визита императрицы Екатерины II был разработан новый регулярный план города, предусматривающий квартальную систему. В 1770 году направление улицы сменилось до Дмитровской башни Кремля, и в начале 1790-х годов улицу начали реконструировать. На плане города 1799 года на улице преобладали деревянные постройки. Например, на месте Нижегородского театра драмы располагались хозяйственные постройки усадьбы генерал-губернатора. 1823-1824 годах была построена колокольня у церкви Покрова Пресвятой Богородицы. С тех пор вместо Никольской улицы стала именоваться Большой Покровской. Чаще всего улицу именовали Покровкой в конце 18-х, начале 19 веков. Нижний Новгород, самый красивый город, самый молодежный, много достопримечательностей, много всяких сладостей, сувениров. В общем, надо приезжать в Нижний Новгород. Все. На этом все. Любимый человек есть в Нижнем Новгороде. Вот только за это его люблю. Здравствуйте, это Нижний Новгород и улица Большая Покровская. Я живу в этом городе всю свою жизнь и могу сказать, что это прекрасный город, где есть огромное количество возможностей как для взрослых людей, как для детей, так и для подростков, например, меня. Здесь можно выбрать хорошее учебное заведение, найти хорошую работу. И, как я уже сказала, я считаю, что это город возможностей, как и в целом Россия страна возможностей. Поэтому рекомендую посетить различные музеи или, например, интересные кафе, потому что здесь много всего интересного. И я рекомендую этот город к посещению. Здесь продается бабл-ти квас. Я решил попробовать. По мне вкус не очень, будто я пью чай, разбавленный с квасом. И пузырьки у этого бабл-ти кваса безвкусные. На улице стали строить каменные здания. С тех пор она стала главной улицей города и стала именоваться в народе Дворянской. Через Большую Покровскую проходила одна из первых трамвайных линий, запущенных к открытию Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Сейчас трамвайная линия лишь пересекает улицу, но в память об этом факте в центре улицы установили несколько метров рельсов и макет трамвая. В 1896 году построен Николаевский театр, открытие которого было приурочено к началу Всероссийской выставки.
18 июля 1896 года его посетил император Николай II. Это Евгений Евстигнеев, великий русский актер, имя которого знают многие-многие, дети и взрослые, надеюсь, дети знают. Жил он в этом городе, начинал здесь работать как актер, не закончив даже театральное училище. Из-за расположения на ней усадеб, генералитета княжеских родов, наместника, вице-губернатора и других сановных чинов. Да, я тебя поцелую. Не целуйся, а то козлом станешь. В одном селе, может, в Калуге, а может, в Рязани, жил мальчик. В простой крестьянской семье, желтоволосый, с голубыми глазами. И вот стал он взрослым, к тому же поэт, хоть небольшой, но ухватистой силою. И какую-то женщину 40 с лишним лет называл скверной девочкой и своей милою. Черный человек, ты прескверный гость, эта слава давно про тебя разносится, я взбешен, разъярен, и летит моя трость прямо к морде его, в переносицу. Месяц умер, синеет в окошке рассвет. Ах ты ночь, что ты ночь наковеркала? Я в цилиндре стою, никого со мной нет, я один и разбитое зеркало. К началу 20-х годов застройка улицы сильно уплотнилась, и дома стали образовывать непрерывные линии по обеим сторонам улицы. В 1913 году на улице построен главный государственный банк. Его открытие было приурочено к 300-летию дома Романовых. Друзья, здесь автомат, наподобие как в советское время, с газированной водой. Да, мохито. Ну вот, дорогие друзья, мохито. Вкусно, вкусно. После революции улица была переименована и стала носить имя революционера Якова Михайловича Свердлова и в народе именовалась просто Свердловской. После распада Советского Союза улице было возвращено имя Большой Покровской. В 2004 году улица была полностью реконструирована. Ее замостили брусчаткой. Установили бронзовые скульптуры.